Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Ну, и это долго говорить. Давай отсоединяюсь Отсоединись, в каком-то Виктория, от пространстве. ситуации этих. Мгм. Мгм. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Маргариты. 1, 2, 3. Ну, вижу то же самое. Вижу Маргариту, энергосфера правильной формы, но и вот на уровне вот сердца, вот где-то вот здесь, такая рука, как будто бы кисть руки черная, которая вот так показывает. И такие там ниточки от глаз. И они идут вот так, как будто бы в сектор. Да, там это, потеря энергии произошла, как будто бы часть Маргариты лежит под черным покрывалом. Вот этого черного покрывала уходит в сектор интерферентов, и подключка идет в сектор магии, а там звучит вот это Штутгарт. Как эту тетку звать? Галя. Что-то она там это считывается, что фиксируется в пространстве. Мгм. Так, хорошо, Виктория, отодвинетесь ситуации. Да. Считай эфирная ДНК Маргарита. Она ли это? Ну, смотри, как это интересно. Мгм. Вижу, что энергопространство, ее очень большое. А я подумала, что где ее истинное я, без этих программ. Почему-то я так вот. То есть ее ядро истинного я. Потому что вот эти программы — это какая-то темная субличность, которая создается благодаря этим взаимодействиям с негативными энергиями. И вижу, что ядро ее личности вот сердце, но от сердца идет такая тоненькая вот эта нить в то место, где она как будто бы лежит. И Мгм. да, и что интересно, там считывается вот такая чувство опасности, тревоги, вот так как будто бы, знаешь, пожар где-то, да, и нужно сообщить. Вот так, такие энергии. Да, это открытое подсознание. Мгм. А, Вот то, что должно быть закрыто, то есть вот это Мгм. ядро души, оно открыто, и идет утеря энергии. И ну, здесь такая сложная конструкция этих нитей, что, где, куда, вот так вот. Но в секторе магии звучит вот это снова, когда я смотрю Штутгарт. И Мгм. вот это Штутгарт и фиксируется. Так, ну посмотрим. Хорошо, Виктория, отодвиньте все вещи. Считай Да, эфирная ДНК Маргариты. да, это она. Мгм. И спроси у нее разрешение потрудиться с ней для нее. Она говорит, да, показывает на ту частицу души, которая потеряна, Мгм. как будто бы лежит под одеялом, и говорит, что ей нужно вернуть. Но говорит, что ей нужно вернуться из Штутгарта. Мгм. Именно город звучит почему-то. А посмотри по ментальной карте, Штутгарт, в каком секторе он находится. Ну, в секторе магии. Мгм. Считывается, что там центр управления. Мгм. Центр управления чего? Ну,
Я вижу людей, человек стоит с таким журналом. Центр управления свидетелями Иеговы. Ого. Там штаб-квартира считывается. Это Мгм. в Германии находится. Так. Также я подумала, какое это имеет отношение к К Маргарите. Маргарите. И слышу, что перенос сознания, перенос. Кто-то как будто... теперь я ее увидела. Галя. Угу. Она выглядит как такая муха, которая... Ну, это образ такой идет, да? А, как пчела, которая намочила лапки в... Ну, что-то такое, пыльца. И потом разносит. Мгм. Считывается энергетический ссор. Что это за ссор? Что подразумевается под этим словом? Так, вижу, что вот эта пыльца, она такая, как горошинки такие черные и желтые. Черные тянутся, это магия, насилие, привязаны к какому-то, а, а, как эгрегор большой, такая энергетическая субстанция. Считывается паразитическая гнойная яма. А желтые энергии, желтые шарики, они как-то, ну, вперемешку с черными на лапках у этой мухи, Угу. тянутся в сектор интерферентов чуть-чуть в сторону по ментальной карте. И притянуты вот там, э, считывается ложе. Это место, где часть живой души Маргариты как будто лежит, а вот эти желтые энергии, как шарики, у нее под спиной. И вижу, что у Маргариты в той части такие, она лежит на таких как будто бы крылышках прозрачных, и она считывается, что она как бы переносчица магической зависимости и вот этой паразитической гнойной ямы. То есть, Угу. то есть Так вот. она является, вероятно, я не знаю, вот эта Галя, она вот как часть вот этого сектора и часть этого эгрегора, этих свидетелей Иеговы. Виктория, вот эти желтые шарики, что это вообще за энергия, каковы свойства этой желтой энергии? Я вижу в этих энергиях энергии Маргариты. Я слышу родовые проклятия, энергетические бомбы, Угу. генетические диффузии. Угу. То есть это, скажем так, взаимодействие энергии глубоко глубинные. То есть это, да, это генетика родителей, прародителей. И да, я слышу генеалогическое древо, и оно потянулось. Вот там я вижу, как будто бы через могилы, кости там, эти все люди. Угу. Так, вот эти желтые, это все находится в пространстве Маргариты? Это не у нее в пространстве, а у нее в пространстве находится, я вижу такие, как хромосоминки. А вот эти шарики, это в той части, где она, так я и слышу, продала себя. Угу. Как события, да, такие?
Это Где не как она событие, да, это как взаимодействие. Потому что взаимодействует, да. человек может взаимодействовать с негативными людьми, а может не взаимодействовать. Когда он взаимодействует, тогда он как бы совмещает свои энергии с теми энергиями, и он его как бы подавляют, заставляют делать что-то. Мгм. А вот это, что интересно, Штутгарт, который находится в ее пространстве, в секторе магии, я слышу психологическое насилие. Мгм. Так, вот это Галя, которая находится в секторе магии, приказывает проявиться, отвечать, кто она такая. Ну, она выглядит как это какая-то муха или пчела, вот что-то такое. Мгм. И Так. она вот так встает. Она считывается почему-то пчелиная матка, разносчик инфекции а, гнойной паразитической субстанции. Мгм. А какова суть этой субстанции? Сейчас я посмотрю. М. Это нити такие черные магические, как будто бы с иглой. И я вижу, что она вот так колет пространство Маргариты, как будто бы вот так иглой длинной укалывает. И вижу в этих энергиях вот этот случай, который я увидела, когда Маргарита читала аспекты. И я вижу, что это она закрыла Маргариту в этом пространстве. Она закрывает эту черную дверь, как будто бы ключом, и что-то как будто бы бормочет. Сейчас я посмотрю, послушаю, что она там бормочет. Мгм. О, оно нападает, эти энергии, которые вокруг нее, и с нее выходят, они как будто бы пальцы такие с когтями. Мгм. Ага. Так, приказывает и Галя отвечать, что она делает в этой ситуации. Она говорит, ворую живую, живую душу, вот эту Мгм. а, ядро Какие? души, да, живую Мгм. душу. И она говорит, что ей не хватает, у нее нет. И я вижу, что из этой так называемой коробочки энергетической, где Маргарита как будто бы лежит под этим черным одеялом, идет вот так отток энергии. То есть такая конструкция идет от души Мгм. Так, вот сюда, каким... а потом Мгм. в сектор магии. Так, что-то Маргарита вылетела. Давай посмотрим пока, каким образом эта Галя проникла в пространство Маргариты. Ну, мне идет, что Маргарите нужно сделать там, ну, эти все программы очень включают защиту, поэтому она и вылетела. Мгм. Что она как бы вскользь об этом упомянула. Сейчас я посмотрю. Смотри, Виктория. Ну, вот идет ответ на твой вопрос. Во-первых, у нее черный язык. Она вот так бла-бла-бла говорит, как эзотерическую ересь, и у нее вот это просто а, как будто Как бы из того гипноз, языка. Но это и воздействие, есть. да? Мгм. Я не знаю, кто, потому что я смотрю сейчас на программы, а не на Маргариту. Сейчас я посмотрю. То есть это ты спросил, какое воздействие. Это Мгм. во-первых. А во-вторых, буквально я вижу, что она делает какой-то как будто ритуал. М. Ритуал отречения от себя. Вот. И вот эти пальцы, которые там
То есть ритуал на отречение себя, на одиночество, вот это все такое какая-то, на потерю себя. А, Это кто делает, Виктория, этот ритуал? Галя, это муха. Мгм. Так. Она в энергетическом плане выглядит как такая муха. Вот я вижу ее брюхо. Она такая, как эм, и у нее на нижних ногах, у нее лап много. Она даже не на муху, а на какого-то жука похожа. Эм, В черных сапогах ноги у нее такие огромные сапоги, которые вот тянутся. Она полностью Мгм. магичит. И этот дух в ней. Дух Так. магии, Да. да. Мгм. А О, Маргари- вот оно что. Мгм. Маргарита видит, что в ее пространстве происходит, что Галя это делает? Я вижу, что сейчас Маргарита вот так глаза как будто отодвигает эти энергии, и такая черная рука у нее вот так на глазах. Ну, на таком каком-то расстоянии, где есть вот этот ментальный экран. Мгм. Чья это И, рука? и она Хозяин. говорит, да, она говорит, что он мне мешает. Мгм. И Кто это вот это он? такая ладонь, вот снова вот эта отдельная ладонь, которая вот Мгм. так закрывает, и такая тоненькая черная ниточка идет в сектор магии. А в секторе магии вижу человек в такой тельняшке, в таком длинном плаще. Мгм. Длинная борода, длинный плащ. Почему-то у него ноги ну, голые, босые, и такой вот этот его пиндер там голый тоже. Мгм. Так, приказывает ему в тельняшке проявить согласно его истинным физическим ДНК, отвечать, кто он такой. Ну, я вижу сейчас, он называет себя Баламутом. Говорит, я Баламут. И вот так вот что-то как будто бы намешал. И это потом выпил, а после того, когда выпил, то вот так сделал. Дунул. Мгм. Вот так и такие как будто бы брызги. То есть он то, что вот выпил, во рту поколотил, и вот это все выплюнул на пространство Маргариты. И считывается, что это плесень. Вот это то, что плесень, которая вот так вот разрастается, ну, как обычная плесень, как грибок, Мгм. да, самый из всех паразитов грибок самый ядовитый. Вот точно оно так же и считывается. И вот Мгм. сейчас он говорит, что он Илья Монастырский. Я ему говорю, что он врет, пусть называет свое его истинное имя. Мгм. И сейчас, когда я это сказала, то он говорит, что он люциферианский прислуга. И вижу, что вот этот длинный плащ, который как шелковый вот так вот мельтешит, он вот тянется с нижних порталов. И там такой портал открытый, как будто глаз огромный. И Мгм. считывается, что он служитель культа сатаны. Так, приказываем отвечать, зачем это, что он это делает, что он дунул, вот эти паразиты, зачем ему это надо? Я вижу, что это такие как шарики какие-то, и как будто они зеркала такие, как экраны, в которых сразу отображаются, я слышу, все действия прошлого, которые в астральном пространстве находятся. То есть есть некое пространство, смотри, сейчас все стало на свои места. Я вижу, что божественная, истинная душа человека, истинное я и высшее я, оно все находится, э, я слышу, под протекцией Всевышних миров. Да, то есть божественная часть души, вот она связана
эфирным чистым пространством. Оно Мгм. считывается как седьмое небо, то есть это, ну, скажем так, как цифровой, скажем так, компьютер, который э, 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 энергоинформационное пространство, которое содержит информацию о всех душах, о их подвигах, скажем так, все позитивное. Да? А вот эта вторая наша субличность, темная, которая отделяется от человека, да, Мгм. и информация об этой субличности, она противоположна, то есть ее энергетические значения отрицательные, и информация об этих всех, скажем, похождениях человека, о всех его психоэмоциональных блоках находится в нижних пространствах, и это астрал. И там находятся, взаимодействуют вот эти все несуществующие, то есть это оно считывается как дикая природа, а, да, оно находится в астрале. И Мгм. именно вот в астрале, когда вот он дунул это, сделал, то у него получился доступ, потому что он находится из этой же, он здесь и находится. Он как бы хозяин того пространства, в котором находится, да, астрального. Мгм. Вот. Да. И я слышу, что щиты взломаны. У Маргариты щиты взломаны. Мгм. Считывается, что она взяла на себя иго люциферианского клана. И он там ходит, он как масон ходит, без трусов. Мгм. А что значит взяла на себя иго люциферианского клана? Сейчас я посмотрю, что она сделала. Она говорит, я ей спрашиваю, что она сделала. А она показывает, что вот эта рука, которая, она как будто сделана из такого металла огромного. Я ей передаю, чтобы она посмотрела на свою божественную душу и поняла, что это вот это всего иллюзия. Она подписала с Люцифером договор о сотрудничестве. И я вижу, как у этого Ильи появляется подключка к его пипиське. Мгм. Прямо от его пиписьки вот такая идет подключка а, прямо к тому пространству, где запечатлена вот эта магия, вот это колдовство, оно так и считывается. Колдовство от этой Галины. То есть это тот момент, на который он притянулся, и у нее подписан контракт. Он выглядит как будто подушку, которую вот она положила вместе с ним себе под голову, вот в том пространстве. Мгм. Так, понятно. Это Илья притянулся на это колдовство Галины. А что Да. за договор с Люцифером о сотрудничестве? Когда это произошло у Маргариты? Ам, Оно считывается шаманический ритуал, подписание договора. И вижу, в ее пространстве появляется вот такой кружок, разделенный на такие части. Оно как колесо выглядит. Мгм. Так, что это за кружок такой? Так, какой-то сине-фиолетовый. И Илья показывает, что это его. Из его как бы сердца это выходит. И он говорит, что это суть, его суть познания. И я вдруг увидела, что это прямо в его сердце, как будто бы
Но когда я смотрю на человека, на его душу, то такое, знаешь, благоговейное уважение к жизни, такое чувство. А когда я вот на его душу смотрю, на это ядро души, то оно выглядит как искусственное, которое вот так обращается, вот так ам, считывается искусственный интеллект, искусственно созданный. Мгм. И он говорит, что это его тип познания. Да, глаза у него, М. конечно, черные. Типа знания. Так, и значит, когда, когда это произошло событие, когда вот этот кружок появился у Маргариты в ее пространстве, что это было событие? Я вижу, идет как будто бы обмен энергиями, и она берет вот это я так думаю, что на физике это соответствует символу цель-надзора, который характеризует его отношение вообще к пространству, ко Вселенной. Оно вот так вот крутится с такими ножами, как ножи, как режет, то есть ам, и М. привязывается сразу к каким-то проблемным местам. Мгм. Я слышу принятие долга. И это я слышу, что ведь принятие долга христианства. И я вижу, что идет переброс кармы по этим каналам энергетическим. Мгм. Именно, да, и в секторе магии появляются вот этот золотые купола, потом священник с такой, ну, православие вот это, Кресты эти, все московское, вот это. этот Мгм. какой-то вот этот там этот ихний, не знаю, как это, патриарх или кто он такой, с такой шапкой на голове, все в золоте, и он как будто бы вырастает из этого нижнего портала, откуда же вырос и Илья. Но он там вот продолжает ходить, вот это, без штанов. Мгм. Так, а что было на физике, когда они обменялись этими энергиями? Где эта зацепка? На физике я вижу, что она смотрит в экран и принимает такие энергетические шарики. И считывается, что передает другому, то есть он ее вовлек в, я слышу, спиритический сеанс, но это как будто бы его уже нету, но остались зацепки. То есть это как на очень тонком энергетическом уровне, оно еле-еле считывается, но вот эта черная подключка от Галины, она очень плотная. И я вижу, что это, скажем так, это похоже, знаешь, на что? Сейчас я тебе скажу. Мгм. Ну, как это одна рука, да, вот это не зря пальцы я видела, вот появлялись, да. То есть Мгм. одна рука и, скажем так, мизинец не может делать противоположное указательному пальцу, да. Все пальцы называются по-разному, у каждого своя функция, да, но все они делают то, что хочет рука. А Мгм. рука делает то, что хочет мозг. А вот мозг этого всего, ну, находится, я слышу, это Люцифер, люциферианское царство, вот там внизу в этом портале. И, вероятно, она как-то использовала этот символ, потому что, но уже отменила. Вероятно, она М. использовала эти шарики, но оно отменено, но держится, как будто бы оно считывается как запасной а, ход, да? Мгм. То есть вот это что-то энергия осталась где-то в астрале,
Она осталась, смотри, оно выглядит вот так, как дубляж, Мгм. продублировано в астральном пространстве, и оно держится до тех пор, пока не уберется вот это взаимодействие с этой Галиной. Оно цепляется вот на такие... вот эта работа антимиссии, да, то есть миссия человеческой души– Мгм. это очищение и полностью забрать все свои энергетические привязки к нижнеастральным пространствам и разделить вот это пространство, вернуть свою божественную часть души со всех тех мест, где были растеряны души, чтобы перевести себя в подчинение, даже не подчинение, это считывается как протекция. Протекция, то есть поддержка а, в сессии вот этого света. То есть забрать всю свою информацию, все файлы из логова врага. То есть когда Мгм. человек чист, он чист, он недоступен магии. Хорошо, Виктория, давай тогда посмотрим вот это отношение с этой Галиной, где есть вот это... Да, хорошо, сейчас я Мгм. отсоединюсь от него. Там я его так вот взяла и закрыла, как бы. Мгм. Хорошо. Вместе с этим его, вот это все. Ага, хорошо. Вот, я так вижу, что все люди, кто занимался этими шариками цельнозоровскими, должны очень, ну, это фактически идет как утилизация зомбических программ. И это Галина. Сейчас я вот ее уже нашла снова. Вот она, как этот жук-навозник, Мгм. как эта муха. И я передаю Маргарите. Видит ли она, что это Галина делает? Она делает магический ритуал возле этой двери. И я рассматриваю, что она делает. Я вижу, что она повернула золотой ключ в двери и спрятала его, как будто бы вот так за пазуху. Мгм. А в этот момент, в том пространстве, где Маргарита лежала под этим покрывалом, она начала вставать. Она встает и видит, что где затылок у нее, там вот эта подушка, которая превращается в такой шар. Она ее пытается вот так снять. Она очень тяжелая, эта энергия, этот контракт. И я вижу, что она его разрывает. Она буквально вот так как бы откусывает и вот так оттирает. И он, вот эта энергия проходит по ее энергетическому стволу вот так вниз, как будто бы э, оно настолько тяжелое, что не может удержаться в ней. Я вижу, как она эти желтые шарики, это я слышу энергетические зависимости, буквально отрывает от себя. А эта Галина с этим ужасом, потому что эти шарики начали к ней на лицо Мгм. возвращаться. И вдруг Маргарита встала возле этой двери, а дверь такая стала маленькая, уменьшается, такая, что уже такая, так как полсантиметра по сравнению с ростом Маргариты. И Маргарита так смотрит вниз и спрашивает Галину, так и звучит Галина, что ты делаешь здесь? Она говорит, это энергия черная, это дух в Галине, что она ищет занозу. Мгм. Говорит, что она ищет занозу, модель восприятия. А Маргарита вот так стоит и смотрит, как будто бы вот она здесь стоит. Да, это вот эта телепатическая наша связь с ней. Мы как одно целое сейчас уже. И она вот так смотрит моими глазами прямо вот туда, в нижний портал, потому что там есть заноза, на что притянулась эта Галина. Мгм.
Я Так. слышу это решение отдать себя. Звучит так. Это Мгм. Маргарита, еще более в нижнем пространстве. А, Отдать себя. И Так. вижу разговор. И она так говорит. Маргарита открыта очень. И М. я вижу, что это какое-то таро или что-то, какое-то гадание. И Маргарита вот так раз руки положила, и вот это пальцы. Она руки Мгм. раз вот так положила, а ее пальцы почернели. То есть она, а, я слышу, согласилась стать частью магического ритуала. Мгм. Так, кто в этом событии присутствовал? Давай посмотрим на физике. Это Так, ну, Маргарита, и она сидит м, перед, мгм. перед этой мухой, или оно как жук такой, то ли муха, то ли М. жук. Так, кто это там с ней сидит, приказывая проявить согласно физической ДНК? А у нее черный платок на голове, и она говорит, что она подруга. Галина. Мгм. Так. На что согласилась Маргарита, когда решила стать частью этого ритуала? Маргарита говорит, что вот это ее вторая субличность, говорит, то есть ее программа. И так показывает, вот так, говорит, я уповала на демонов власти над человеческой душой. И вот так смотрит. Но от этого пространства, куда она смотрит, это как портал. Вот черный такой, как туннель идет, и снова оно считывается как Штутгарт, как Мгм. оно, знаешь, на что считывается, вот как похоже? Оно как центр управления психическими какими-то процессами сознания. Там как будто бы какие-то центр управления сознанием находится в этом Штутгарте. Мгм. Где они за ниточки эти дергают. Да, да, там это как будто это организация, какая-то секретная организация. А, Там Мгм. считываются интересы ЦРУ. Мгм. Так, кто там эти демоны власти? Ну, демоны власти это Да. в их пространстве, то есть это духи и астральные сущности. Ну, а там еще ниже находится их духовный предваритель. Ну, мы этого ангела знаем. То есть тот, кто этот антимир, так называемый, эту матрицу создал. Это, ну, мы каждый по-своему это представляет, там антимир. Илья это называет, облагораживает это все, называет тоже какими-то вселенными, боями, войнами. Но это все вот это оно. Это астрал вот этот. Это несуществующий, то есть это матрица, Мгм. энергетическая матрица, которая э, опутывает как паутиной, и как вот эта плесень, которая расползается и ищет трещинки, уязвимые места, чтобы это проникнуть. Вот это оно. Но я вижу, что оно все держится на, я так и слышу, э, плотском увлечении. То есть на увлечениях человека Мгм. а, ритуалами, магией, то есть плотскими, то, что человек Мгм. действует, делает на физике. Но именно там считывается, что в этом Штутгарте, ёлы-палы, я вижу такая картина большая, может, метра 2 на метр, а огромная на стене висит.
И там такое дерево а, синее, синее замерзшее дерево. Как будто бы с горы так смотришь, и здесь такое замерзшее дерево, все в снегу, во льдах, а там такой горизонт мрачный, такой лютый холод. И эта картина висит в Штутгарте, в центре привлечения народных масс свидетелей Иеговы. И это, я считываю, что это как бы посвящение, то есть принятие этой картины, то есть человек видит эту нелепую красоту, принимает это как, потому что красиво нарисовано. Но на самом деле он принимает как будто бы всю эту, а, я слышу, психо, это психотронное оружие, Мгм. вот этот Штутгарт. Там какая-то находится крест, я слышу, масонский крест. Это там организация какая-то. Она Мгм. прикрывается религиозной организацией типа Свидетелей Иеговы, а на самом деле это какая-то масонская. Ветка. Да, что-то они там, да, занимаются какой-то пропагандой, еще чем-то. М. Обличаем эту масонскую организацию. А у Маргариты эта организация находится в секторе магии, и она может приказывать этой организации убрать их воздействие, если она хочет отказываться, соприкасаться и отказаться от упования на эту власть. Я вижу, что Маргарита вот так, как будто бы коврик вот так струшивает вот эту галину из с этой дверью, и Мгм. вот этот ключик золотой просто как будто бы из души этой Галины вот так пух, вылетел прямо где она там лежала, оно считывалось сначала ложе, по-моему, а сейчас логово. Мгм. И вот этот ключик открыл вот эту подушку черную. И вижу, как Маргарита, оно считывается ее живая, то есть ее душа. Выходит, я ей передаю, чтобы Маргарита вернула все частицы ее божественной души, отменила все ее решения отдавать свою божественную душу. Там был гипноз. И потому что ну, и отказывалась от всех ритуалов. И я вижу, как она руки свои забирает из этого черномагического ритуала и выходит вверх. И я Мгм. вижу, как она затаптывает, закрывает этот портал, и с нее, из ножек, как сапожки выходят вместе. То есть этот портал. И она вот так струшивает из рук. И вот эта черная рука, которая была как чугунная, тяжелая, знаешь, как наковальня какая-то, она с таким вот бух упала в сектор интерферентов и в сектор магии. А этот Илья, он почему-то сильно засуетился, и его потянуло туда, в портал, туда, куда упала эта рука. И я передаю Маргарите, чтобы она отправляла. И с ее пространства выходит такой, как будто бы она внутри глаза была. Такая, как желеобразная масса. И все это выходит. Я передаю, и она вдруг превращается как в чистый свет. Поднимается вверх. Это Мгм. все уходит. Я передаю, чтобы она приказывала Илье, Моне, а также... Ну, Мона, она такая же, да, она Заки- жертва. Загипнотизированное Точно орудие. так же, как Маргарита или другие эти, кто занимаются, да. Я Мгм. передаю Маргарите, чтобы она нашла сейчас центр своей сущности,
код своей, где спрятан код ее души живой, и проверила ее внутреннее пространство и закрыла все входы, все порталы и восстановила свой энергетический щит, свою защиту. Мгм. И я вижу, как это ее защита, тут нужно понимать, она выглядит как... Зачем человек обращается к эзотерикам? Чтобы защитить себя. И я вижу, что этот щит, от нее отваливается этот гипнотический щит, потому что это не щит, это не защита, а это наоборот воронка. И это все уходит. И я вижу, как Маргарита буквально вот так из головы снимает такой, как колпачок. Оно считывается колпак, что она сняла колпак ЦРУ. А что такое М. ЦРУ, интересно? Посмотри, Виктория, что это за ЦРУ? Оно считывается Центр управления разумом. Наоборот теперь ЦОР. стоят Угу, ЦУР. 2 буквы. Не ЦРУ, а ЦУР. Мгм. Центр управления разумом. И, Мгм. то есть ЦУР. А Центр это управления разумом. Оно находится, это как такой портал, как будто бы вытоптанный, а там такое дно есть в секторе магии. И на этом дне как раз бегает почему-то этот Илья в плаще. И у него такая, это как матроска такая. Мгм. И он почему-то бегает изо рта вот так. Распространяет паразитов этих Ну да, вот эти, психотехных технологий да. используют. Ну, а сейчас я вижу, что мы же работаем как бы в пространстве для Маргариты, для Мгм. Маргариты, и он там бегает, так пу, пу, и уменьшается, уменьшается, а вот эта черная масса, внутри которой вот он это делает, вот так его поглотила и уходит вниз. А Карма. Маргарита так смотрит, ну, Мгм. ну, все дано по воле человека. Если человек хочет быть в реальности, он в реальности, потому Мгм. что Так. реальность это то, что существует в реальности. Да? Мгм. Божественная душа, которая сотворена первотворцом, она реальна, потому что это духовная личность, да? Это центр Мгм. духовной личности. Вот так как мы имеем тело физическое и можем проверить, это мы в реальности или нет, да, то есть вот я могу потрогать, Пощупать. стенка твердая, я могу тебя слышать, да, это реальность. Мгм. А вот эти Чувство. все чувства, энергии, догадки, ложь, это все, это нереальное. То есть это все иллюзии, потому что это информационный план, и этот информационный план разделен на два. То есть первый, вот вверху, это как верхний мир. Я так, помнишь, в последнее время приходит вот это седьмое небо. Почему? Ну, потому что в Библии так это названо, я Библию читала. А если бы было названо Paradise, ну, значит, я бы называла это Paradise, потому что то, что видит телепат, ну, эти На образы, личном твоем опыте. да, Мгм. да, как я это понимаю. А я сразу понимаю, что такое седьмое небо, потому что я читала Библию много раз, и там описано, и вот я был на седьмом небе и видел то и то и то. А это то же самое, как вот я бы описала. Вот я была в эфирном пространстве и видела то и то, правильно? Вот я была Мгм. в альфа-состоянии, вот, и видела в высших духовных сферах информационных то и то. Вот это седьмое небо, это чистое пространство, где сохранена информация о наших божественных душах.
А вот это все противоположная информационная субстанция, оно считывается как грязь, болото, иллюзии, Хорошо, магия, вот Виктория. это все. Вернись к тому, Илья там бегает, а Маргарита это видит, что она хочет сделать. Я вижу, что вот здесь у нее как бы портальчик открыт. И когда он там вот бегает, там суетится в секторе магии, то через этот портальчик, через эту ниточку из сектора интерферентов там что-то он как будто бы вытягивает. Сейчас я посмотрю, что Мгм. там. Оно считывается колодец ненависти. Какой-то М, портал, мгм. он выглядит как будто бы, знаешь, закрыт огромной плитой круглой с такими какими-то иероглифами или какие-то надписи, как будто бы это толстая такая металлическая штука. И вот так вот это привязано, и он открывает, считывается колодец ненависти. Мгм. И Что он делает? там буквально считывается, там такой, как цистерна, такой портал, закрытый, считывается шабаш. И там я вижу, что разные демонические, энергетические сущности, как будто бы, ну, вот такой стучат, что-то там такое творится. Мгм. Так, это пространство, с которым Маргарита имеет портальчик, ты говоришь? Через ее пространство, как будто бы иглой вот так продето, знаешь? Мгм. Ага, То есть так. ее пространство как прошито вот этой демонической субстанцией, и именно Илья имеет к этому прямое отношение. И я вот смотрю, что это такое, и я вижу, как этот символ цельнозора буквально, я слышу, разделал, расчленил ее пространство, вот как лезвием. И сейчас я вижу, что оно заживает, и она буквально вот так выталкивает. Почему-то от нее отпадают отработанные энергии. Я передаю, чтобы она из этих отработанных энергий вернула все ее божественные частицы души, а все Все взаимодействие, зацепки, да. подчинение, все пусть отдает в антимир. И в этот момент я вижу, как она буквально как разделилась, это пространство, и она вот вышла в верхнее пространство и смотрит на себя, стоит такая огромная, стоит и смотрит, а у нее правая рука, как будто бы раны такие черные, а в ранах на руке, именно на правой руке, как будто бы такие черные черви, которые лазят и вот так жуют. Мгм. Видел я во сне такого вытаскивал червей. Да, Но они мне казались, они такие толстенькие, но они, по-моему, не да, черные были. Ну да, ну, вытаскивал из ран. Было, да. ну, я По-моему, вижу, правда, они все, подсо Мгм. они смотрят на меня, и у них головы такие черные, а туловища, ну, они такие, как будто бы сложенные. Вот точно такие же, как у этой брюха было, у этой Галины, как у Мгм. жука, такими вот, как Да, гармошечка. как И я опарыши такого вида. вот, опарыши, да-да-да. Вот. И я спрашиваю Маргариту, что она хочет с этим сделать. И я вижу, что вот это соприкосновение с эзотерикой, с магией, оно как струп. Вот как на ране струп образуется. Я вижу, как у нее вот эта рана превращается в такой струп, и она вот так берет это и отрывает. И она этот струп отрывает, и он вот с сектором магии связан.
и оно все, и когда она это вот отрывает, то освобождается рука-крыло. И она поднимается вверх, и вижу ее прекрасное лицо. Вот она вся светится, и она поднимается вверх, а вверху как будто бы там поворачивается лицом вот к сектору Первотворца, и вдруг такой порог там стоит. Слышу Люся. Кто такая Люся? Что это за Люся по ментальной карте? Как она относится к Маргарите? Она почему-то считывается как сестра преображения. Она сидит в секторе магии и как будто бы заглядывает, она сидит за столом как будто бы и заглядывает под стол. Как будто бы под столом считывается жучок такой есть. Прослушка. Угу. Так. Приказывает Люсе назваться, кто она такая, истинное имя. Она просто вот так здесь Людмила звучит и выглядит как женщина без одежды, которая вот так как-то стоит, ноги широко, и у нее такая огромная подключка, ну как женским органам. Угу. Так, Вот. ну, видимо, это сестра Маргариты. Приказывает Людмиле отвечать, что она делает в пространстве Маргариты. Она вот так показывает, и образуется такой, как будто из черных нитей, такой, ну, как наматывают вот так вот шерсть, например, ниточки, да, вот Угу. такой какой-то моток получился. Говорит, что она запутывает в дебрях сознания. И Угу. говорит, я не желаю ей добра. А что это на физике было? Что это? Я не вижу, чтобы она делала какой-то ритуал. Это взаимодействие на психоэмоциональном уровне идет. Но вижу, что она как будто бы застилает кровать белую сейчас. И вот так выравнивает простыню. Угу. И в этой кровати вдруг появляется Маргарита, как будто бы спит. И там вот это все такое, ну, белое все, да? Угу. А Людмила вот так простилает вот эту простыню. И там, где ноги, как будто бы у Маргариты ноги вот так соприкасаются, ну, такие эти, как называются, коньки, там, где кровать. Эти ножки, Ну, не бортик, ножки, ну, такая вот штука, да. дуга, вот это. И эти ноги и вот этот конек, или эта Угу. стеночка, да, ну, она черная. И у Маргариты вот ноги вот так соприкасаются и становятся тоже черные. И сразу привязываются в магический сектор. Угу. Она завидует, так и считывается, она так и говорит, что она завидует Маргарите. Так. А И Маргарита? снова, да. Да. Что Маргарита почувствовала в этот момент? Но я не вижу никакого физического момента. Это все в эфирном пространстве Угу. выглядит. Вот, ну, я интерпретирую это, оно так Угу. идет, что это метафора с этой кроватью. Угу. Это как она как бы подготавливает сознание Маргариты для, так и считывается, для процесса захвата души. Вот там для того момента, где Маргарита была в этой
кровати, как будто бы, да? Мгм. Виктория, ты видела жучок какой-то там, как будто под столом? Что это Да. за жучок? Так, оно выглядит, сейчас я смотрю, как будто бы таблеточка такая. Вот оно выглядит, как будто это на физике. А как будто бы какая-то приклеенная таблеточка на столе, под столом вот так. Мгм. Считывается прослушка. Я вижу, что кто-то в наушниках. Кто-то в Так, наушниках прослушивает. чья это прослушка? Кто хозяин этой прослушки? Приказываю им проявиться. Ну, снова я слышу, ну, уже не ЦРУ, а слышу ЦУР. Мгм. Центр Сур. управления разумом. Так, кто там прослушивает? Если кто на физике, приказываем проявиться. Это, скорее всего, что это в эфирном пространстве. Да, это в эфирном пространстве, потому что это выглядит как будто какой-то человек стоит, и где пространство Маргариты тогда было на тот момент, Мгм. ну, там, где ноги, где человек ходит по всяким эзотерикам, магам, то это вот этот щит черный становится, да, который, наоборот, не щитом работает, а пропуском. И он вот так стоит, как доктор как будто бы, и как фонендоскопом прослушивает. То есть я могу сделать вывод, что Людмила, а, я слышу по родовым цепям, по родовым вот этим колечкам. То есть передавала Мгм. общую родовую информацию. Потому что, смотри, точно так же, как в эфирном пространстве, вот эти духи или программы руководятся личностью существующей. То есть вот эти демоны– это Мгм. реальные сущности, которые живут в духовном мире, у которых есть, а, ну, как наш физический мир, такой же их мир, но только духовный. Там все по-другому. Да? Мгм. Точно так же и существует вот это на физике. То есть э, сейчас же идут разработки, чтобы машины, компьютеры считывали мысли э, Мгм. человека, то есть присоединить. И Да. это очень успешно уже работает. Я уже слышала много раз, когда человек только что-то подумал, как сразу компьютер, YouTube ему выдает, например, какую-то информацию, или телефон что-то написал, или что-то еще произошло. То есть люди это уже замечают, как машина взаимодействует с разумом. Мгм. Хорошо, Виктория. Передаем Маргарите, что она может отказаться Людмилы, отказать ей в доступе ее коды доступа, чтобы она закрыла э, эти порталы, отказала Людмиле просматривать ее, и пусть выбирает прослушку, это хозяинам приказывает убрать их воздействие. Вот я вижу, как оно происходит, когда мы взаимодействуем с человеком, который нас затягивает в какую-то негативную ситуацию, то мы сразу же становимся как открытыми, и все наши какие-то погрешности, неправильные решения, действия в прошлом становятся, как бы вытаскиваются, становятся как бы реальностью сейчас и начинают управлять человеком. То есть вот этот ЦУР, Центр управления сознанием Разум. Мгм. человека, разумом,
он как бы обостряется и реализуется. Потому что это из гипотетического энергоинформационного пространства, оно подтягивается в пространство физической реальности и проявляется уже на физике, как я слышу, через органы чувств и модулирование реакций происходит, модулирование реакций. Человек реагирует каким-то образом, как нужно, уже вот этому ЦУР. Мгм. Ну, что интересно, мне постоянно вот это идет, ЦУР, а по-украински крыса, ну, мужского пола, щур. Это во-первых. Во-вторых, потом еще говорят «цур тебе», да, то есть это говорится о тех энергиях, о тех людях, которые проныры, проникают в пространство, что-то вынюхивают и доносят. О них говорят как крыса, щур, да. Мгм. Вот это, щ и цы, это, то есть это одно Чур и то же. тоже Чур, то есть это все Мгм. одно и то же. То есть это все говорит о присутствии той ам, вот Мгм. энергетической а, составляющей негативной, которая присутствует, может присутствовать из этого астрального пространства, вытягиваться в нашу реальность. Сейчас я посмотрю, где подключка. Да, подключка а, Маргариты. у Маргариты с Людмилой тоже идет через нижние чакры. Мгм. Ну, это мы привыкли так говорить чакры, но я в эфирном пространстве вижу как человека, ну, э, как человека. То есть вот к низу, скажем так. Мгм. Область тела. Да, оно М. считывается как чресло. То есть там, где родовые программы, где родовые а, область родовых родственных связей. Вот оно звучит как. Мгм. Так. Что это было на физике, когда произошла эта подключка у Маргариты с Людмилой? Но мне идет, что это естественные связи между родственниками, они опоганены, и естественные связи, я слышу, опорочены духовной связью с демонами. То есть уже существует вот это как Мгм. паутина сознания, ну, в нашем чистом мире, и по этим чистым родовым Мгм. каналам, дружественным и так дальше, оно становится нечистое, когда человек погружается в какие-то негативные эмоции, там что-то делает неправильно. Мгм. Хорошо. Если хочет Маргарита, пусть она очистит все ее взаимоотношения. Вы берете подключки негативные к Людмиле, запрещает И интерферентам через нее проникать и взаимодействовать с ней. Мгм. я вижу, как Маргарита выходит и вот так выбрасывает, она как будто бы из какого-то такого темно-красного пространства выходит и говорит, что она не хочет быть в ее мире, то есть в мире Людмилы. Выходит. Но снова проявляется вот этот открытый портал. Вот этого почему-то звучит Черномор. Мгм. Он уже не вот здесь, а вот так, как ниточкой продет, ну, очень низко, то есть он уже уходит. Мгм. Так, пусть Маргарита приказывает убрать этому Черномору все его воздействия с любых времен, с любых пространств, то есть на любом уровне
все воздействия, пусть этот Черномор забирает, пусть приказывает ему Маргарита это сделать. Ну, очень интересно. Я вижу, как он как бы тянет, потому что он тянет. Это уже их там конструкция антимировская, да? И он Мгм. тянет за эту крышку, и эта крышка открывается и поглощает этот колодец его. Оно выглядит, вот этот колодец, как, я слышу, запрещенное пространство, Мгм. запрет. Поэтому я и видела такую огромную плиту. Это точно так же, как наше пространство закрыто по конам Всесвіту, и мы должны охранять свое личное пространство. Точно так же я вижу, что оно закрыто для проникновения света. То есть, а между этими пространствами, я слышу, находится запрет. То есть запрет на проникновение в наше пространство, поэтому то маги всегда вызывают кого-то, да, потому что Мгм. всегда нужно им как Да, это бы, разрешение. да, то есть дать собственное разрешение, потому что там запрещено к проникновению в наши живые пространства этим черным. И там я вижу, что на границе этих миров находится именно вот эта вся эзотерика. Я вижу эти глаза рептильные. Оно вот так вот все летает. Вот так как будто бы. Эти символы, глаза рептильные, пирамиды, вот эта вся а, атрибутика считывается. Все эти символы, это магия, кресты, там вот эти, вот этот крест золотой проявился с этой шапкой этого вот. Мгм. Патриарха. Да, да. Так, хорошо. Пусть Маргарита стерет, заберет ее все частички души, сотрет все ее касания с антимиром, ее присутствие, ДНК, все пусть забирает с антимира, с этих пространств. Я вижу, как она буквально как будто бы из пальцев вот так снимает черные, они вот такие, как накладки, с такими Мгм. проводочками. И ее пальцы начинают сиять. Я ей передаю, чтобы она закрыла свою божественную душу, вернула абсолютно все самые тонкие частицы ее божественной живой души и закрыла ее подсознание, настроила работу внутреннего критика и возобновила свою естественную защиту, а естественная защита – это свет. Это Мгм. чистота, свет. Я вижу, как это происходит. Так, что-то еще застряло. То есть у нее как бы нет подключек к интерферентам, только и есть еще какое-то воздействие. Оно вот здесь вот так висит. То есть здесь она так шух-шух-шух Мгм. все подсоединяла, а здесь вот как по Мгм. направлению в левую сторону, и там есть сектор магии, и там такое как черное зеркало, которое вот так шух и заштопорило все. Мгм. И от этого оно напротив души находится. Я посмотрела, подумала, что это такое, и я слышу связь с демонами и вижу, что в секторе магии находится, ходит женщина с каким-то зеркалом, рыжеволосая, считывается красавица. Э, Идет вот так. Душа красавица. И я вижу, что такая девушка ходит в таком черном капюшоне, рыжие волосы, а вся сияющая. Мгм. Почему-то в секторе магии она ходит. Ну, все маги приказывай отвечать, кто она такая.
Оно считывает проклятие прошлого, Мгм. карусель событий. Хм. Мгм. Также оно считывается навязанная реальность, подсознательный блок уличения себя в гадости, несостоятельность. Это М. какой-то сейчас, вот этот черный, это подсознательный блок, Мгм. который, когда человек, Энергоинформационная структура. да, это как такой компьютерчик, который, как только человек делает магию, что-то делает противоестественное, потому что общаться у нас есть общение, мы должны общаться на уровне нашего пространства. А вызывание этих помощников, духов из глубинных каких-то, оно считывается глубинное сознание Вселенной, которое вот это глубинное государство демоническое, оно идет на уничтожение. Это деструктивное. И когда человек с этим соприкасается, появляется вот это черное зеркало, так называемое, да. Это уличение себя, то есть этот блок не разрешает человеку быть чистым, Мгм. как бы уличает саму себя Как в кармическая присутствии себя. ответственность. Да, то есть это самоуничтожение, это программа самоуничтожения. И Мгм. я спрашиваю, а, где-то она Когда потерялась, Мгм. Маргариту, хочет ли она уничтожить в ее пространстве, потому что так, это связь с эгрегорами, да, Мгм. Когда появилось и это черное зеркало в ее пространстве? А, или оно не в ее пространстве, это черное зеркало оно в ее находится? пространстве, оно вот так, там вот так открыта ее душа. Образно говоря, душа находится как в сейфе. Дверца этого сейфа– это наш подсознательный критик, да, Мгм. то есть критическое мышление. Мгм. И оно приоткрыто, я вижу. Хорошо, И Виктория, давай предлагаю, пройдемся по аспектам. не-не-не, не Нет? улетай, Не не будем? уходи, не Хорошо. будем. Нет, по аспектам мы будем, но нельзя вот это оставлять. Давай. Мгм. Давай Почему? посмотрим, когда вот это Подожди, черное... дай посмотрю. Да, Помолчи хорошо. чуть-чуть. Мгм. Помолчи. Хорошо. И да, я считаю информацию. Нужно Мгм. понять, что делать. Это пульт управления сознанием. Это своеобразная лярва. Это центр управления. Это точно так же, как человек заболеет, у него образуется центр управления болезнью. Занятия эзотериками, магиями, вот этим всем, религиозный вот этот психоз, это тоже образуется вот этот центр управления этой болезнью, потому что это неестественно, все, что неестественно, все, что ведет к смерти, это болезнь. И вот образовался этот блок. Скажем так, болезнь ушла, такое очень часто бывает, центр остается, то есть нужно ликвидировать этот центр. Я передаю Маргарите, что ее подсознание, ее сознание твердо решили, а поконам всесвіту все дано по воле человека, полностью избавиться от любых магических притязаний. Маргарита уже ничем не занимается. Ее твердое решение избавиться от всего потустороннего, дикого,
несовершенного и достичь совершенства, радости и гармонии. Поэтому ее воля разрушить вот этот блок энергетический, эту управляющую систему. Мгм. И я вижу, как эта девушка, которая в этом черном капюшоне, это, это самообличение, это программа самообличения. И я вижу, как она снимает этот черный капюшон, и по этому портальчику возвращается. И вот в этой штуке она вот так встала, и оно разрушилось. И в этот момент я раз услышала хлоп, как будто бы изнутри дверца закрылась. Да, это разрушение блока саморазрушения. То есть подсознательно человек знает все, и когда он приступает к Всесвяту, то он сразу же сам себя и обличает, и сам себе судья. Каждый человек сам себя судит. И вот эта программа осуждения, самоосуждения, я передаю, чтобы Маргарита сейчас все эти энергии перенаправила на программу а, самоисцеления и самоодобрения. Я вижу, она что-то пишет. Мгм. Что она пишет? Она пишет письмо Первотворцу. Я передаю, что она сейчас может обратиться с просьбой принять ее в чистую семью, чистых божественных душ и помочь ей, чтобы весь Всесвит э, помог ей и каждой божественной душе избавиться от этих негативных программ и обрести святость. И когда это произошло, я вижу, она встала в другом пространстве, и у нее как будто бы одежды такие белые, светлые. А перед этим я ее голенькой видела. И вот она вся в одеждах белых, считывая, энергосфера прозрачная, и считывается, что она, вот эта одежда, считывается как принята в семью благородных душ. То есть она вот так переходит под протекцию света. И вот точно так же, как от Ильи, вот это была такая зацепка, как будто бы разрезано ее пространство. Я вижу, что вот то пространство, куда она перешла, вот эта петля, вот эта разрезана, ушла. Поэтому я могу сказать, что это произошло. Мгм. Потому что мы являемся частью божественного, ну, я слышу, суспильства, то есть общества божественных душ. И когда человек изнутри себя излечивает, то он излечивает то пространство, родом из которого он есть. Я передаю Маргарите, чтобы она полностью избавилась. Она уже вот этот струп уже из руки вот так стягивает от всех негативных воздействий. Так, Мгм. и давай теперь сейчас эту замораживаю ситуацию. Можем пройтись по аспектам. Хорошо, Виктория. Потому что уже блока этого нету. Мгм. Так, хорошо. Маргарита пишет, что с Ниной подругой она дружила 10 лет, что ее бабка много чего знала, и она хочет посмотреть, есть ли к этой подруге Нине какие-то подключки, привязки. Она хочет отменить знакомство с ней. Оно считывается, что Маргарита как будто бы вот какую-то снимает, вот так сдирает одежду уже с кисти руки, а это считывается, что уходит вместе с Галиной. Мгм. Так. Хорошо, пусть она, если хочет, отменяет знакомство с этой Ниной и очищает взаимодействие, отсоединяется от нее. Да, я вижу, как такая прозрачная ам, привязка была к сердечной чакре.
Ну, Мгм. не к сердечной К чакре, а к сердцу. сердцу. К Мгм. сердцу, да. И она отвязала ее. Просто она отвязалась и ушла, эта привязка. Мгм. Как Хорошо. веревочка отошла. Так. Полина, свекровь этой Нины, тоже дружила и вызывала неприязнь. Хочет, есть ли Она какая-то... точно так же, да, она имеет такую же функцию, как и Люся, как эта Людмила, тоже заглядывает под стол. То есть это так неосознанный служитель тьмы, скажем так. Мгм. И я вижу, что вот сейчас Маргарита как будто бы обруч из запястья снимает. И эта женщина, этот обруч, ам, это как губы, как рот у этой женщины, у этой Нины. К ней вернулся, и я вижу, что вот эта подключка, то есть вот эта функция прослушки для антимира тоже ушла. Мгм. Да, хорошо. Мгм. Пусть тоже отсоединяется от этой Полины, отдает карму, все энергии отсоединяется от нее. Сейчас Маргарита вот так как-то рукой потряхивает. Я передаю ей, чтобы она вот этот, считывается, бесконечный обруч. Такой прозрачная, как ниточка такая, тянется в сектор интерферентов, чтобы она все воздействия, почему-то идет рукоприкладство. М. Какое-то насилие. Я не вижу насилия, просто вот эта рука так идет. Ну, конечно, А, от из сектора антимира, интерферентов. Мгм. да, всегда идет насилие. Хорошо. Пусть Маргарита отдает карму, приказывает интерферентам забирать их, не воздействие. Вдруг я вижу, как она вспыхивает, как огонь. Она, Маргарита, вот Мгм. руками, крыльями вот так поднимается вверх, и здесь, там, где струп у нее был, такой огонь пошел по руке. И я вижу, как сразу же после этого огня, как будто бы такие ниточки какие-то, ее тело эфирное заживляется, как бы зашивается. То есть вот эти все эфирные операции – это любое психическое воздействие на человека с целью подчинить его воле и вызвать действия и мысли, которые нужны насильнику. Я вижу, как зарастает ее эта рука, исцеляется, Мгм. а Маргарита говорит: смотрите, смотрите, она уходит. Она поднимается вверх, а это вся считывается клямбра, то есть эти печати, так называемые антимира. Да, но Мгм. печать, антимир и вот эти все секты, они же как работают? Любой насильник, он навешивает ярлыки. И вот это ярлык этот навешанный на чистую божественную душу, и я вижу, как окончательно вот это, ну, по-украински это звучит тавро, а по-русски тавро это будет как, ну, эти рабов так штамповали. Клеймили? Да, Или что? клеймо. М, Мгм. по-украински это тавро, таврировать, да, таврувати, то есть клеймить. И вот эти манипуляторы, они же всегда клеймят, то есть навешивают ярлыки. Они не рассматривают человека как с точки зрения божественной его души, уникальности. Они сразу вот что-то сделал, сразу уже клеймят. Вот это тавро и вот эта клямбра, так называемая, это вот этот струп, эти Мгм. струпья такие. Я передаю Маргарите, чтобы она отдала все эти взаимодействия с ней, этим всем злопыхателям, пусть забирают.
И в этот момент я вижу, как этот символ цельнозора, вот так вот, он пронеристый такой, как будто бы энергия такая, знаешь, вот такая какая-то, оно похоже, как будто бы шарик взял и разделил на такие части, перевязал. И это там внутри, это все сияет так, не сияет, а блестит. Вот так как-то это переливается, как ртуть. Возвращается в сектор магии, и черный этот плащ, которым они навешивали на нее, уходит в сектор интерферента, все закрывается. И Хорошо. снова слышу, что Маргарита облагораживается. Потому что человек на самом деле это святое, чистое творение Первотворца. И сейчас там, где свет Первотворца, я это не вижу, но я описать не могу. Но я чувствую, как смотрит огромное лицо, которое Мгм. символизирует, я слышу, дух Первотворца, дух жизни, дух исцеления, миссия предназначения. Миссия предназначения мне идет, вот считывается, вот как был человек рожден для жизни, счастья и гармонии, и когда он очищается от взаимодействия с магией, эзотерикой, он возвращается, К а, естеству, естественной да, в жизни. естественную среду спокойствия, радости, гармонии. И она вот так машет крыльями, энергосфера прозрачная, и говорит: смотрите, я живая. Вот ее Мгм. лицо прекрасное, да. Мгм. Хорошо, Виктория, отсоединись от этой ситуации. Соединяюсь, да. Мгм. Маргарита пишет, что у нее соседи были чумные алкаши за стенкой, барагозили там что-то. И А, какая-то ситуация с я вижу. бельем. Мгм. Это вот эти соседи, это ситуация в физической реальности, да, очень близко возле нее. Это была дубликация этого зеркала самоосуждения. То есть это показывало, где ты есть, что вокруг тебя, посмотри. То есть Всесвит вот так ее как бы учил. Посмотри, что ты делаешь, очнись, какие люди тебя окружают. А вот эта земля, Мгм. это как, я слышу, символ нечестия, бесчестия. Мгм. То есть, ну, никто не может колдовать, если человек чист, да? Потому что колдун сразу карму получает моментально. Мгм. Хорошо, Виктория, пусть она очищает ее пространство от всех этих соседей и посмотрит, есть ли какие-то в этой квартире порталы, которые касались Маргариты. Мгм. Нет, это Маргарита, вот ее просто эти все программы, буквально я вижу, как будто бы из сектора интерферентов ее пух туда и посадили. Мгм. Хорошо, пусть она очищает пространство, и все чужеродные эти энергии пусть отдает хозяинам. Я передаю Маргарите, чтобы она очистила все ее теперешнее пространство, все ее жилье, все жилища, где она жила, когда бы ни было, все ее пространство живое, чистое, все люди вокруг нее божественные, чистые, которые желают себе и друг другу только добра, гармонии и процветания. Ее реальность очищается чище и лучше с каждым днем. Мгм. Мы можем это использовать, эти аффирмации, да, то есть этот план будущих событий, потому что в эфирном пространстве вот эта цель достигается вот благодаря, вот именно формируется в альфа-состоянии. И сейчас я передаю Маргарите, чтобы она себе пожелала в этот момент всего самого наилучшего, все, чего она только желает для себя,
как она будет прекрасно себя чувствовать, как она себя уже чувствует в этом свободном, облегченном, легком, чистом пространстве, какие прекрасные люди ей встречаются на пути, которые выполняют ее заветные желания и помогают выполнять ее миссию по очищению ее жизни, ее пространства и всего Всесвиту, а также как она будет помогать другим то же самое в очищении всего мира. Пусть она возвращает всю ее энергию здоровья, разума, благоденствия, достатка, любви в ее Мгм. личное пространство. Вот я вижу, как она поднимается, смеется, вижу ее лицо счастливое. Пусть она возвращает себе вот эту энергию счастья, любви, гармонии. Мгм. Естественно, наше. И каждый раз, пусть, когда она захочет снова почувствовать это счастье, радость, она может вернуться мысленно в этот момент и вспомнить, что это уже есть та реальность, которую она сформировала благодаря своим трудам над собой. Мгм. И это пространство здесь и сейчас, то есть оно уже сформировано, я его вижу. Хорошо, Виктория. Посмотри, там вроде мы что-то замораживали или какие-то ситуации там еще остались у нас. Я это все очищаю, Мгм. выкручиваю, оно буквально вот так выкручивается, отправляю на полную аннигиляцию, очищаю все наше пространство, Очищаем твое, мое, пространство. Мгм. Маргариты, передаю, чтобы мы все это сделали, перенеслись в самые высокие пространства божественных чистых душ, отсоединяемся от всех и Мгм. всего. Да. Позитивный опыт распространяем по эфирному пространству, светлым душам, тем, кто Да. идет на пути очищения. Мгм. Мгм. Поднимаемся вместе максимально вверх. Да. Посмотри сейчас, как Маргарита выглядит. Считывается чистая. Мгм. То есть эти аспекты она проработала. Молодец. Хорошо, Виктория. Тогда спроси у Маргариты, все ли сделали мы для нее на этом сеансе. Да. Мгм. Прощаемся с Маргаритой. Мгм. Отсоединяйся, Виктория, от всех и всего. Соединяюсь. Мгм. И проверяй твое личное пространство. Все чисто. Мгм. Хорошо, наполняемся энергией любви, жизни, света. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.